Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, как я укореняла листики замиокулькаса зеленого в универсальном грунте с большим добавлением перлита. Укореняла я листики 2 месяца назад. Это результат двухмесячного укоренения. Сейчас мы посмотрим, что же там у нас выросло. Достаю листик замиокулькаса, я вижу, что хорошо укоренился, очень большой клубень нарос, и хорошая корневая система. То есть, значит, результат моего укоренения положительный. Я не просто листики замиокулькаса стояли в воде 2 месяца, я их, конечно же, удобряла. Об этом удобрении, комплексе такого удобрения расскажу немножко ближе к концу видео. Сейчас промою листики и посмотрю, что же там, может быть, на каком-то из клубешков появляются уже первые росточки. Да, вот я вижу, что на одном листике уже у меня 2, даже 3 росточка. То есть за 2 месяца уже начали появляться вот такие вот маленькие, видите, точечки. То есть скоро, в течение еще месяца, нужно будет смотреть, еще раз вытащить клубешки и посмотреть, либо подождать, просто поливать, подливать подкормками и смотреть, появятся ли новые росточки. Думаю, что да. Прикапывать листики нужно не глубоко. Замиокулькас не любит, когда клубешки находятся глубоко в земле. От поверхности земли где-то на 2-3 миллиметра. Вот так я высаживаю снова листики замиокулькаса, снова в грунт свой и пролью, значит, подкормки, которые я применяла все эти 2 месяца, дали хорошие результаты, я их буду продолжать дальше подкармливать свои листья. В чем заключается подкормка? Первый компонент – это янтарная кислота. Янтарная кислота стимулирует корневую систему. Это то, что нам сейчас как раз нужно. У меня таблетка 0,25 мг. Я буду растворять пол-литра воды. Если вы берете литр воды, растворяете 2 таблетки по 0,5 мг. Нам сейчас нужно стимулировать развитие клубня и корней. Листиков, соответственно, появятся и новые ростики. Соответственно, у нас и будет быстрее рост нашего растения. Следующая подкормка, следующий компонент подкормки – это, конечно же, монофосфат калия. Да, еще хотела упомянуть, что очень хорошо размешивайте янтарную кислоту, так как это кристаллический препарат, то кристаллики не сразу растворяются в воде. Хорошо размешайте, подождите, чтобы полностью растворились. Монофосфат калия – это удобрение, которое питает растения, оно попадает в корневую систему и является самым концентрированным фосфорно-калийным удобрением. Конечно, оно помогает росту корней и клубешков, клубней. То есть это удобрение обязательно нужно. На кончике ложечки мне хватает на пол-литра, чтобы растворить это удобрение, так как на 10 литров нужна чайная ложка. Ну и третий компонент – это гумат. Гумат калия в данном случае у меня. Вы можете взять любые гуматы, биогумус, все, что есть. Гуматы – это жидкий органоминеральный препарат,
который базируется на гумусовых кислотах. Он комплексно влияет на основные процессы жизнедеятельности растения, на фотосинтез, на рост побегов, развитие корневой системы. Все, что нам как раз сейчас нужно. Хорошо перемешиваем, не оставляем на долгое время это удобрение и сразу используем, проливаем. Можно проливать любые растения, не только я подкармливаю листики из амиокулькаса, но и свои другие тоже растения подкармливаю этим удобрением. Будем смотреть теперь, что будет дальше. Может быть, будут уже появляться новые росточки. Но если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А с вами, как всегда, была Ольга. Всем пока-пока.